Привет, друзья! Сегодня в Германии последние новости, а уже буквально у нас с вами обед вызывает множество вопросов и у политиков, и у простых граждан. Почему позиции канцлера Фридриха Мерца пошатнулись и кто может стать новой фигурой на немецкой политической сцене? Почему экономисты все чаще говорят об иллюзии стабильности и действительно ли Германия стала беднее, чем кажется на первый взгляд? А в северных землях страны, где обычно тихо, начинается крупный промышленный проект, который может изменить будущее немецкого судостроения. Я собрал самые главные и неожиданные события от политических рейтингов до экономической тенденции, от социальных дискуссий до перемен в регионах Германии. Про все это я расскажу вам буквально за пару минут. Итак, в Германии появились новые сигналы, вызывающие беспокойство у правящей партии ХДС-ХСС. Согласно свежему опросу Института Форса, 3 из 4 респондентов советуют объединению Христианско-демократический союз ХДС и Христианско-социальный союз ХСС внимание не выдвигать нынешнего канцлера Германии Фридриха Мерца в качестве кандидата на следующий срок. В опросе 74% участников заявили, что партии и союзники должны выбрать другого лидера на предстоящих выборах 2029 года. Тогда как лишь 16% поддержали вариант с повторной кандидатурой Фридриха Мерца. Интересно, даже среди сторонников ХДС-ХСС ситуация не выглядит убедительно. Лишь 44% из них одобряют повторное выдвижение Мерца, 43% настроены вообще против. Сильный акцент ставится на возраст канцлера. На момент возможного завершения очередного 4-летнего срока ему будет, внимание, уже 77 лет. Большинство опрошенных, 52%, полагают, что глава правительства должен быть моложе. Все эти данные показывают, уровень поддержки Мерца заметно снизился, в вопросах лишь 25% положительно оценивают его работу, тогда как, внимание, 72% высказывают сомнения в ее эффективности. Таким образом, объединению ХДС-ХСС предстоит серьезный выбор и стратегическая переоценка. Кандидат, который сегодня занимает высший пост, уже не вызывает уверенности у избирателей. Такая внутренняя неопределенность может сказаться на политическом балансе в стране. Следующая новость оказалась неоднозначной для Германии. В Германии все чаще говорят о так называемой иллюзии богатства. Многие граждане уверены, что живут стабильно и надежно, но экономисты предупреждают, ощущение благополучия все больше расходится с реальностью. По данным исследования, проведенного немецкими аналитиками, значительная часть населения считает свое финансовое положение прочным, хотя рост цен и падение покупательской способности говорят об обратном. Люди продолжают верить, что их сбережения и доходы защищают их от кризисов, но на деле инфляция и высокая стоимость жизни постепенно съедают эти накопления. Эксперты подчеркивают, Германия проходит через не просто временное замедление, а заметный экономический сдвиг, который требует пересмотра привычного образа жизни. Прежняя уверенность в том, что немецкий уровень достатка гарантирован, сегодня становится мифом. Авторы исследования предупреждают, если экономика не начнет восстанавливаться, то иллюзия стабильности может быстро смениться осознанием масштабных перемен, которые уже проходят прямо сейчас. Следующая новость связана тоже с благосостоянием граждан. В Германии усиливаются признаки экономического напряжения. Новое исследование показало, что уровень благосостояния в стране постепенно снижается, а нагрузка на пенсионную систему растет. Экономисты Института мировой экономики в Киеле предупредили, экономика почти не развивается сегодня, а население продолжает увеличиваться. Это означает, что в пересчете на одного человека Германия стала беднее примерно на 1,5%. Главная причина – это старение общества. Все больше людей выходит на пенсию, а работающих становится все меньше. Чтобы сохранить пенсии, правительству придется повышать взносы и сокращать выплаты, что и ударит по доходам миллионов граждан. Эксперты отмечают, гражданам стоит учитывать возможность снижения привычного уровня жизни, рост цен, замедление промышленности и увеличение социальных расходов постепенно подтачивают экономические основы страны. Если не предпринять сегодня шаги, Германия рискует войти в период самого заметного снижения благосостояния за последние десятилетия. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии готовится серьезный рывок в судостроительной отрасли.
Ведущая промышленная компания Германии Rheinmetall объявила о масштабных расширениях своих верфей в северных землях страны, особенно в районе Мекленбург-Переднее Померания. Во главе проекта стоит генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, который считает, что местные верфи должны не просто стабилизировать, а удвоить свои объемы производства, увеличить число рабочих мест и выйти на новый уровень. Так, на верфи в городе Волькаст уже звучат планы по расширению выпуска не только морских судов, но и компонентов для сухопутных систем. Rheinmetall намерен взять под контроль несколько верфей группы в Гамбурге и в Вильгельмсхафене. Цель – это поднять выручку подразделения НВЛ, которая сегодня оценивается, напомню, в примерно 1,3 миллиарда евро, внимание, до уровня свыше 5 миллиардов евро. Это предусматривает быстрый рост в течение ближайших 2-3 лет. Проект станет значимым для экономики северных земель Германии. Сотни новых рабочих мест, технологии морского и сухопутного производства, модернизация старых верфей и готовность к новым вызовам, в том числе и международным. Волькаст может стать центром судостроения и оборонного производства нового поколения. Таким образом, страна делает ставку на укрепление собственной промышленной базы и технологической независимости. И этот шаг покажет, способна ли Германия не просто удерживаться на плаву, но и стать лидером в высокотехнологичном судостроении. И это только начало. В Германии набирает обороты спор вокруг доступа подростков к социальным сетям. Все больше политиков и экспертов требуют ограничить использование соцсетей для детей младше 16 лет. Поводом стали растущие случаи зависимости, кибербуллинга и психических проблем среди школьников. Федеральное министерство семьи, а также ряд земельных правительств обсуждают введение новых правил, которые могут обязать платформы проверять возраст пользователя и блокировать регистрацию несовершеннолетних без согласия родителей. Особое внимание уделяется платформам, где дети проводят больше всего времени. Инстаграм, ТикТок, Снапчат. По словам немецких депутатов, эти сервисы зарабатывают на детской зависимости и не делают достаточного для защиты психики подростков. Сторонники реформы настаивают, что соцсети должны быть безопаснее, а ответственность жестче. В ближайшие месяцы Бундестаг может рассмотреть первое конкретное предложение по изменению законодательства. А дальше еще интереснее. В земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии местные власти выражают серьезную обеспокоенность. Сотни городов и поселков оказались на грани финансового краха. Денег не хватает даже на самое необходимое. Ремонт дорог, содержание детских садов и школ, уборку улиц и коммунальные службы. Представители партии Христианский демократический союз во главе с Гордоном Шнайдером требуют срочной помощи от правительства земель. По их словам, около 80% муниципалитетов уже не могут составить нормальный бюджет. Дохода мало, расходы растут, а долгов все больше. Основная причина кризиса – это растущие социальные расходы и обязательства, которые передают на местный уровень, но не обеспечивают деньгами. Города должны платить за все, от жилья для нуждающихся до школьных программ, а из земельного бюджета им приходит все меньше. Мэры отмечают, что если ситуация не улучшится, возможно, придется пересматривать налоги и оптимизировать услуги для самих жителей. Это и ударит по людям и может спровоцировать рост миграции из малых городов в крупные центры. Теперь все внимание приковано к правительству земли Рейнланд-Пфальц. От его решения будет зависеть, смогут ли местные власти выжить или им придется сокращать расходы и увольнять работников. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.